Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я по многочисленным просьбам украшаю торт в популярном очень в данный момент стиле ламбет. Торт этот делается на самом деле очень просто и очень быстро. Есть, конечно, свои нюансы и свои особенности именно в украшении такого торта. Украшать я его буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Все покажу, какое количество крема нужно рассчитать на торт именно этого диаметра, этой высоты. Покажу, какие насадки следует использовать, как сделать вот такие бантики для торта, как их закрепить. То есть все это делается очень-очень просто и быстро. И в данный момент это один из самых востребованных видов украшения торта. Итак, для украшения этого торта нам понадобится всего лишь 3 кондитерских насадки. Очень доступные, которые продаются буквально в каждом интернет-магазине эти насадки. Большая насадка номер 195 с мелким зубчиком, насадка 8 мм открытой звездочкой. И насадка листик номер 70, 1 см на выходе. Насадка 195, 14 мм на выходе. Шире насадку брать не нужно. Торт я выровняла, он у меня 18 см в диаметре и 14 см в высоту. Сейчас шпателем среднего размера, то есть не самым большим и не самым маленьким, я делаю вот такую спираль из центра. И здесь очень важно быстро поворачивать поворотный столик, чтобы у вас рука шла как бы уверенно, потому что чем медленнее вы будете его поворачивать, тем больше вероятность того возникает, что у вас эти полоски будут просто кривыми. Спираль делается очень просто. Естественно, давить на этот шпатель сильно нельзя, иначе бока торта могут пойти просто такими легкими оползнями, так как белковый крем сам по себе очень подвижный на торте. Здесь обычной кружкой я делаю себе как бы разметку. Диаметр верха кружки у меня 8,5 сантиметров. Сильно нажимать не нужно, потому что вот здесь у меня сильное такое углубление произошло. Но это ничего страшного, едва дотрагиваемся. Может быть, вы будете чашкой какой-то делать. Это все элементарно просто делается. Делаю на глазок. Сзади там у меня немножко еще будет такое поменьше расстояние, но это не столь критично. Ссылки на приготовление самого белково-заварного крема, итальянской меренги я, конечно же, оставлю вам под этим видео. У меня несколько видео уже по приготовлению именно белково-заварного крема. И планетарным миксером, и ручным миксером, и вообще без термометра и без весов, и на агар-агаре. То есть очень разные виды приготовления белково-заварного крема. Итак, теперь насадкой номер 70 листик я делаю вот такие рюши. То есть элементарно просто, здесь не требуется никакая особая насадка. Это не насадка рюши, это элементарная насадка листик, которая есть в наборе даже у самого начинающего кондитера. Здесь лучше, конечно, это делать сидя, чтобы вам было удобнее, потому что я перед камерой делаю это стоя, и это очень неудобно делать стоя. Крема на украшение всего этого торта ушло у меня из расчета порции на 150 грамм белка, то есть на 5 белков, грубо говоря. И немножко крема еще осталось в кондитерских мешках, но пусть лучше он останется, чем его не хватит. Здесь вот из этой насадки 195 я делаю вот такие капли. Они скрывают все вот эти неровности, которые у нас были, и они смотрятся очень презентабельно всегда, эти капли, и делаются они очень быстро. Здесь что важно, крупнее насадку, чем 14 мм на выходе, вот именно для белково-заварного крема, я брать не советую, иначе у вас будет очень помпезное украшение. Сверху меньше можно взять из, допустим, насадки 10 мм открытая звездочка можно украшать. Даже насадку 1М, которую мы украшаем обычно шапочки у капкейков, я брать здесь не советую. То есть нужно брать все-таки мелкий зубчик, иначе это уже будет грубовато смотреться, скажем так. То есть с мелким зубчиком берем что-то. Делаем элементарную окантовку сверху торта. Также делаем такую же окантовку внизу торта. То есть я поэтому из-под ложки вот досконально весь крем не убирала. Потому что это все так или иначе закрывается у нас вот этими вот бордюрами. Цвет у меня здесь у крема просто розовый. Торт у меня был для девочки, поэтому все элементарно просто. Как правило, такие торты делаются в такой моногамме, то есть в одном и том же цвете. И, естественно, введение другого какого-то цвета гораздо усложняет работу, потому что тогда все линии, все нечеткости будут видны. И здесь насадка 8 мм открытой звездочкой, делаю уже окантовку вот у этих больших, скажем так, ракушек.
Это, в принципе, и есть отличительная особенность самого стиля ламбет, то, что один орнамент дополняет другой, плавно перетекает в третий. То есть все здесь в барочном таком стиле мы украшаем, ну, насколько это мы можем здесь именно в примитивной такой технике, чтобы сделать это все очень быстро. Вот такие бантики я сейчас беру 7 штук для укрепления на торте. Здесь моя средняя дочка мне помогает их сделать всегда, потому что она в качестве хобби увлекается всеми этими заколками, бантиками из ленточек. Она с этим справляется быстро и всегда мне помогает. То есть делаются они очень просто. Мне понадобится сейчас 7 бантиков. Ширина ленточки здесь 6 мм. Отрезаем примерно 40 см, можно 50, если вы новичок, саму длину вот этой ленточки. И шпильки здесь, естественно, берем новые их. Желательно, чтобы они были светлые. В данный момент мы используем шпильки 5 см в длину. То есть берем самые маленькие шпильки, протираем потом их водкой и вставляем в торт. На что здесь следует обратить внимание в этих бантиках? Так как у нас ленточка очень тонкая, 6 см в ширину, мы берем 7 бантиков. Чем шире будет ленточка, тем меньше бантиков следует использовать, иначе торт будет просто перегружен. Допустим, если у вас очень широкая лента, то достаточно будет даже 3 бантиков. Сразу хочу обратить внимание, особенно новичков, что белково-заварной крем – это крайне липкий крем, и любое неосторожное движение, будь то с этими бантиками или вообще с каким-то декором другим, по отношению к белково-заварному крему, может нанести ему уже непоправимый урон, и вы уже ничем не сможете исправить. То есть работать нужно крайне аккуратно с этим кремом. Делаю сейчас завершающую окантовку в середине этого круга. В принципе, торт мой уже будет готов. Также делаю это из насадки 8 мм открытая звездочка. Крема здесь у меня немножко останется, то есть если вы будете варить на 150 грамм белка вот на такой торт, вам его хватит, этого крема. Как правило, эти торты делаются высокими и узкими, чтобы смотрелись эти бантики. Также рюши эти все, чтобы у нас боковина торта была высокая. Вот это очень важно. Внутри у меня в начинке торт Марс. Здесь я хочу еще дополнить именно в работе с белково-заварным кремом и вот этими ленточками. Так как белково-заварной крем крайне липкий, обязательно все ленточки вот таким образом мы должны приклеить хотя бы очень так поверхностно к какой-то из деталей этого торта. Иначе, когда эта ленточка будет у нас просто висеть, очень большой риск того, что она потом повредит детали на торте или даже целую боковину торта. Вот этого допускать никак нельзя, потому что белково-заварной крем крайне липкий и очень подвержен повреждениям. Торт этот на самом деле украшается очень просто и очень быстро. Главное здесь понять принцип и сварить стабильный крем. Если вы будете аккуратно работать с этим тортом, предпримете все меры безопасности, вы прекрасно сможете его транспортировать, этот торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.